Какие женщины на самом деле самые опасные в истории? Не злые мачехи из сказок и не злодейки из кино, а реальные банды, которые держали в страхе целые города и государства. Одна группировка из Японии контролировала рынки и убивала полицейских голыми руками. Другая, из Колумбии, вербовала красавиц, которые соблазняли бизнесменов и вырезали их семьи за одну ночь. А лидер третьей банды командовала сотнями вооруженных мужчин, и те беспрекословно подчинялись, потому что боялись ее больше, чем смерти. Забудь все, что ты думал о женской преступности. Это не мелкие кражи и не бытовые драки. Это организованные, жестокие и невероятно умные структуры, которые правоохранители по всему миру признавали угрозой национальной безопасности. И самое пугающее, многие из этих женщин никогда не были пойманы. Начнем с Японии, страны, где даже якудза боялись одной конкретной группировки. В 90-х годах в Осаке действовала банда Фурё Дзёси, буквально плохие девушки. Средний возраст участниц — 23 года. Они контролировали 7 рынков в портовом районе Осаки, собирали дань с торговцев и лично избивали тех, кто отказывал. Полиция зафиксировала 42 нападения за 18 месяцев, и ни одно из них не было раскрыто сразу. Свидетели отказывались давать показания. Лидером была женщина по имени Кейко Нагата, 28 лет, бывшая студентка юридического факультета. Она использовала знания законов, чтобы выстраивать схемы, при которых полиции было крайне сложно предъявить обвинение. Когда ее все же арестовали в 97-м, суд смог доказать только 2 эпизода из 42. Теперь Бразилия. В Рио-де-Жанейро существовала группировка Мининас да Виола. Девушки с улицы Виола. Они появились в конце 80-х как ответ на мужские банды, которые терроризировали женщин Фавелы Мангейра. Но уже через 5 лет сами превратились в полноценную преступную организацию с четкой иерархией. Они торговали оружием, контролировали проституцию в 3 районах и устраняли конкурентов. Особенность — они никогда не трогали детей и стариков из своей фавелы, что обеспечивало им абсолютную лояльность местного населения. Полиция не могла получить ни одного доноса на протяжении 11 лет. Лидер группировки Мария Силва по прозвищу Тигрица лично застрелила 3 мужчин, которые попытались захватить ее территорию в 93-м. Свидетели видели все. Никто не заговорил. Китай дал миру одну из самых организованных женских преступных сетей в истории. В провинции Гуандун в 2000-х годах действовала группа, которую полиция назвала «Красные сестры». Около 60 женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Они специализировались на мошенничестве с недвижимостью, вымогательстве и организации подпольных казино. Суммарный ущерб, который они нанесли за 7 лет работы, следователи оценили в эквивалент $120 миллионов. Схема работала так. Молодые участницы знакомились с состоятельными мужчинами, входили в доверие, получали доступ к документам и банковским счетам, а дальше в дело вступали старшие, которые проводили юридически грамотное переоформление активов. К тому моменту, когда жертва понимала, что произошло, деньги и собственность уже были переведены через несколько подставных компаний. Главу группировки, 42-летнюю Чэнь Лин, арестовали в 2008-м только благодаря случайному доносу бывшей участницы, которую обманули свои же. Отдельного внимания заслуживает Мексика. Картель Лас Зетас широко известен, но мало кто знает, что в его структуре существовало женское крыло под названием Las Mujeres de Negro — женщины в черном. Они выполняли разведывательные операции, вербовали информаторов среди полицейских и государственных чиновников, а также лично участвовали в казни. Следователи установили причастность группы к 17 задокументированным убийствам между 2005 и 2012 годами. Участницы использовали внешность как инструмент. Они устраивались секретарями, официантками и помощниками к людям, которых картель планировал устранить или шантажировать. Несколько женщин из этой группы получили должности в муниципальных администрациях 2 мексиканских штатов, откуда передавали сведения о полицейских операциях. Когда мексиканская прокуратура начала расследование в 2013-м, большинство участниц уже сменили документы и растворились в других городах. Колумбия, 92 год. В Медельине работала группа, которую местные журналисты назвали «Viudas Negras» — «черные вдовы». Они не были вдовами, это было прикрыто. 12 женщин, отобранных лично Марией Консуэло Рамирес, бывшей моделью, которая после распада картеля Эскобара решила создать собственную структуру. Схема была простой и беспощадной. Участницы знакомились с состоятельными мужчинами на вечеринках, в ресторанах и казино, входили в их окружение, а затем либо шантажировали их, либо устраняли физически. За 3 года группа провела 9 подтвержденных убийств и похитила активы на сумму, эквивалентную $18 миллионам. Рамирес лично выбирала цели, изучала их распорядок дня и финансовое состояние, после чего распределяла роли между участниками. Колумбийская полиция вышла на след группы только после того, как один из выживших жертв шантажа передал записи телефонных переговоров.
Рамирес арестовали в 95-м. На суде она держалась абсолютно спокойно и отказалась называть имена остальных участниц. 8 из 12 так и не были установлены. Италия дала миру кое-что еще более неожиданное. В Неаполе женщины Каморры, камошеры неаполитанской мафии, традиционно оставались в тени мужей и братьев. Но в 80-х и 90-х годах несколько женщин взяли управление кланами в свои руки после того, как их мужья были убиты или арестованы. Мария Лекчарди возглавила клан Лекчарди в 94-м, когда ее брат получил пожизненный срок. Под ее руководством клан расширил контроль над наркоторговлей в северных районах Неаполя и заключил союзы с 3 другими семьями. Итальянская антимафиозная комиссия охарактеризовала ее как наиболее опасного действующего лидера Каморры в докладе 98 года не наиболее опасную женщину, а наиболее опасного лидера без разделения по полу. Она руководила организацией 7 лет, пока ее не арестовали в 2001. За это время клан совершил не менее 30 убийств. И только в 7 случаях следствию удалось доказать причастность структуры. Россия, начало 2000-х. В Санкт-Петербурге действовала группа, которую оперативники назвали «Амазон». 8 женщин в возрасте от 25 до 35 лет, большинство с высшим образованием. Они специализировались на так называемом медовом капкане, соблазняли предпринимателей и чиновников, записывали компрометирующие материалы и требовали деньги или деловые преференции. Когда жертвы отказывались платить, информация передавалась конкурентам или журналистам. 3 мужчин, отказавшихся выполнять требования группы, были найдены мертвыми в течение 2 лет. Следствие не смогло напрямую связать убийство с группой, однако оперативники были убеждены в причастности. Группу удалось частично разоблачить в 2006-м, после того, как одна из участниц обратилась к адвокату, и тот сообщил о происходящем в полиции. 4 женщины получили реальные сроки, 4 исчезли. Таиланд представил совершенно другую модель. В Бангкоке в конце 90-х существовала сеть, которую местная полиция называла просто «Паук». Центром сети была женщина по имени Суканья Прасерт, сорока 1 года, владелица нескольких туристических агентств. Под видом легального бизнеса она организовывала вербовку молодых женщин из провинций, которых затем переправляла в Японию, Южную Корею и Сингапур. Но это была лишь видимая часть. Параллельно сеть занималась контрабандой наркотиков, используя курьеров из числа завербованных. Таиландская полиция работала по этому делу 4 года. Прасерт была арестована в 2003-м после операции с участием Интерпола. При обыске в ее доме обнаружили картотеку на 340 человек. Имена, адреса, компрометирующие сведения. Это был ее страховой полис. И судя по тому, что несколько свидетелей по делу отказались от показаний прямо в зале суда, он работал даже из-за решетки. Мексика, 2009 год. Сандра Авила Бельтран к тому моменту уже 8 лет контролировала наркотрафик между Колумбией и Мексикой. Ее называли королевой Тихого океана. Она лично договаривалась с колумбийскими поставщиками, организовывала морские маршруты и платила взятки офицерам береговой охраны 2 стран. Агенты американского управления по борьбе с наркотиками потратили 6 лет, чтобы собрать достаточно доказательств для ареста. За это время через ее каналы прошло, по оценкам следствия, не менее 22 тонн кокаина. Когда ее наконец задержали в 2007, она приехала на встречу в дорогом ресторане Мехико в белом брючном костюме с идеальным маникюром и в сопровождении 2 телохранителей. Полицейские позже говорили, что она восприняла арест абсолютно спокойно, как будто заранее знала, что это рано или поздно случится, и давно к этому подготовилась. Ее экстрадиция в США растянулась на 5 лет из-за юридических манипуляций, которые она организовывала прямо из мексиканской тюрьмы. Афганистан дал пример, который не укладывается ни в один стандартный шаблон. В провинции Гельманд в середине 2000-х действовала женщина по имени Хаджи Зармина. Она возглавляла сеть из 40 человек, которая занималась контрабандой опиума через пакистанскую границу. В обществе, где женщины не имеют права выходить из дома без сопровождения мужчины, она руководила вооруженными мужчинами, которые беспрекословно выполняли ее приказ. Британские военные, которые проводили операции в регионе, получили разведывательные данные о ее деятельности в 2008. Их доклад описывал ее как исключительно умного организатора с абсолютным авторитетом в сети. Она никогда не появлялась на точках передачи груза лично. Все переговоры вела через посредников. Ни одна операция по ее поимке так и не увенчалась успехом. По последним данным, она продолжала работать как минимум до 2015. Филиппины, 98 год. Банда под руководством Росарио Балуяо действовала в Маниле и специализировалась на вооруженных ограблениях банков и инкассаторских машин. Балуяо лично участвовала в 7 из 9 ограблений, которые приписывает ей следствие. Рост 1,62 м, хрупкое телосложение, по описаниям свидетелей, во время налетов она двигалась быстрее всех в группе и первой применяла оружие при малейшем сопротивлении.
Группа похитила в общей сложности эквивалент $3 миллионов за 2 года. Полиция Манилы установила ее личность только после того, как камера наружного наблюдения зафиксировала ее лицо во время последнего ограбления. Она сорвала маску на несколько секунд, чтобы вытереть пот. Этих секунд хватило. Ее арестовали в 99-м. На суде выяснилось, что до того, как возглавить банду, она 3 года работала охранником в банке и именно тогда изучила все слабые места в системе безопасности. Израиль, 2003. В Тель-Авиве полиция раскрыла организацию, которую пресса назвала «Сестры». 7 женщин, все бывшие военнослужащие израильской армии с боевым опытом. Они работали наемными убийцами и за 5 лет выполнили, по данным следствия, не менее 12 заказов на территории Израиля, Иордании и Кипра. Клиентами были бизнесмены, политики и один действующий судья. Группа использовала военную подготовку в полной мере. Операции планировались с точностью войсковых операций. Место отхода просчитывались заранее. Все участницы знали только свой фрагмент задания. Провалились они из-за единственной ошибки. Одна из участниц сохранила на телефоне зашифрованную переписку, которую криминалисты все же сумели расшифровать после ее ареста по другому незначительному делу. Когда следователи поняли, что держат в руках, они не сразу поверили прочитанному. Ямайка, 96-й год. В Кингстоне существовала банда, которую местные называли «Дочери дьявола». Основала ее женщина по имени Дорин Брукс, бывшая школьная учительница, уволенная за избиение директора, который попытался ее домогаться. После увольнения она за 2 года собрала вокруг себя 23 женщины из беднейших районов города. Все они пережили насилие, все потеряли кого-то из близких в межбандовых разборках. Брукс превратила личную ненависть в организационный принцип. Банда специализировалась на одном — устранении мужчин, которые насиловали или убивали женщин в районах, где полиция не появлялась годами. Первые 2 года их деятельность выглядела почти как самосуд справедливости. Но затем границы сместили. К 99-му году банда уже занималась вымогательством, торговлей оружием и заказными убийствами. Брукс была застрелена в 2001-м конкурирующей группировкой. Несколько ее участниц продолжали действовать еще 3 года после ее гибели. Нигерия дала пример женской банды с совершенно иной логикой. В Лагосе в начале 2000-х действовала группа «Черные вдовы Лагоса». Название, которое дали им журналисты, они сами учат. 31 женщина под руководством Чинве Окафор, 43 лет, бывшего банковского менеджера. Они специализировались на мошенничестве с недвижимостью и корпоративных афер. Схема работала через подставные юридические фирмы, которые оформляли фиктивные сделки с землей и коммерческой собственностью. За 6 лет группа похитила эквивалент $40 миллионов у 97 жертв. Большинство пострадавших были состоятельными нигерийцами и иностранными инвесторами. Нигерийская комиссия по экономическим и финансовым преступлениям вышла на группу в 2008-м. Окафор к тому моменту уже перевела основные активы в банки Дубая и Лондона. Ее арестовали в аэропорту Лагоса с 2 паспортами, нигерийским и ганским, за час до вылета. Венесуэла, 2012. В Каракасе полиция зафиксировала появление группы, которую в оперативных документах обозначили как «Лас Пантерас», то есть «Пантеры». 18 женщин в возрасте от 17 до 31 года. Они действовали в 3 беднейших районах города и контролировали уличную торговлю наркотиками на своей территории с жесткостью, которая удивила даже опытных оперативников. Любой, кто пытался торговать без их разрешения, исчезал. Следствие связало группу с 6 исчезновениями за первые 2 года. Тела 2 человек были найдены, остальные 4 нет. Особенность группы состояла в том, что они категорически отказывались работать под крылом мужских банд, которые контролировали большую часть Каракаса. Это само по себе было смертным приговором по законам улиц. Тем не менее, пантеры продержались 5 лет как независимая структура. Случай для Венесуэлы практически беспрецедентный. Южная Корея, 2004. В Сеуле была раскрыта сеть, которая использовала онлайн-знакомство как инструмент вымогательства. 26 женщин под руководством 37-летней Ким Чжи Юон работали по четкой схеме. Знакомились с мужчинами через интернет. Встречались лично, записывали интимные встречи на скрытую камеру, после чего требовали деньги под угрозой передачи записи семье или работодателю. Средняя сумма одного вымогательства составляла эквивалент $20 тысяч. За 3 года группа провела 118 подтвержденных эпизодов вымогательства. Реальная цифра, по оценкам следователей, была вдвое больше. Большинство жертв не обращались в полицию из-за стыда. Ким Чжи Юон была арестована после того, как один из ее клиентов оказался офицером полиции, который немедленно сообщил о происходящем коллегам. На момент ареста на банковских счетах группы находился эквивалент $900 тысяч. И это была только видимая часть средств. Гондурас, 2010. В Сан-Педро-Суле, городе, который несколько лет подряд занимал 1-е место в мире по уровню убийств, появилась банда, которую местные жители называли «Лас Дамас де ла Ночь» — «Ночные дамы».
29 женщин под руководством 32-летней Каролины Фуэнтес, бывшей медсестры. Она завербовала участниц из числа женщин, чьи мужья и братья были убиты в межбандовых войнах. Группа специализировалась на ликвидации лидеров конкурирующих группировок. Метод был всегда одинаковым. Участница входила в окружение цели под видом подруги или любовницы, получала доступ к распорядку дня и месту проживания, после чего передавала информацию исполнительницам. За 3 года группа была причастна к устранению 11 командиров различных банд. Гондурасская полиция вышла на след Фуэнтес только в 2013. К тому моменту ее саму уже разыскивали 3 конкурирующие группировки, потерявшие своих лидеров. Она была арестована первой, и это, по мнению следователей, спасло ей жизнь. Индия, 2002. В штате Утар-Прадеш действовала группировка Гулаби Ганг, розовая банда. Ее основала Сампат Пал Деви, женщина без формального образования, мать 5 детей. Начиналось все как движение самозащиты. Женщины из низших каст, которых избивали мужья и притесняли землевладельцы, объединились и начали давать физический отпор. Вооружились бамбуковыми палками и стали появляться там, где полиция отказывалась реагировать на жалобы. Но к середине 2000-х Гулаби Ганг превратилась в нечто большее. Несколько тысяч участниц по всему штату. Они врывались в полицейские участки, требуя завести дела, которые намеренно замалчивают. Они блокировали дороги, добиваясь выплаты зарплат рабочим, которых обманули работодатели. Несколько чиновников были публично избиты палками прямо в своих кабинетах за взятки и бездействие. Индийские власти не знали, как квалифицировать происходящее. Формально банда, фактически народная милиция. Уголовные дела против Деви возбуждались и закрывались несколько раз. Она продолжала действовать открыто. Пакистан, 2008. В Карачи полиция раскрыла группу из 17 женщин, которых в оперативных документах обозначили как синдикат. Все участницы происходили из одного района и были связаны родственными или соседскими узами. Они занимались организацией похищений людей с целью получения выкупа. Преступление, традиционно считавшееся исключительно мужской сферой в Пакистане. Группа похитила 23 человека за 4 года. Все жертвы были возвращены живыми после выплаты выкупа. Это было принципиальной позицией руководства группы, поскольку убийство заложников автоматически привлекло бы несравнимо большее внимание полиции. Суммарный объем полученных выкупов следствие оценило в эквивалент $2 миллионов. Группу раскрыли случайно. Один из родственников участницы сообщил об этом в полицию после семейного конфликта, не связанного с преступной деятельностью. Турция, 2016. В Стамбуле была ликвидирована сеть из 22 женщин, специализировавшихся на карманных кражах и мошенничестве с туристами. Звучит незначительно до тех пор, пока не узнаешь деталь. Группа работала исключительно на туристических маршрутах и за 5 лет обокрала более 4000 человек из 41 страны. Средний ущерб на одну жертву составлял около $800. Суммарно. Более $3 миллионов за 5 лет. Руководила сетью 50-летняя Фатьма Йилмаз, которая лично обучала новых участниц и разрабатывала маршруты с учетом туристических сезонов и крупных мероприятий в городе. Турецкая полиция вела наблюдение за группой 8 месяцев, прежде чем провести одновременные аресты в 6 районах города. На момент задержания у Йилмаз дома было обнаружено наличными эквивалент $140 тысяч и подробные карты туристических маршрутов с пометками на 5 языках. Румыния, 2011. В Бухаресте полиция 3 года не могла понять, почему из элитных бутиков и ювелирных магазинов регулярно исчезают товары на десятки тысяч евро. Без следов взлома, без отключения сигнализации, без единого подозреваемого на камер. Ответ оказался неожиданным. Группа из 14 женщин под руководством 35-летней Елены Думитреску работала исключительно в дорогих заведениях. Участницы приходили как обычные покупательницы. Ухоженные, хорошо одетые, с дорогими сумками. Пока одна отвлекала продавца длинным разговором о товаре, другая за несколько секунд снимала защитные метки специальным инструментом, спрятанным в браслете. Третья в этот момент стояла у выхода и при необходимости блокировала реакцию охраны. За 4 года группа похитила товаров на эквивалент €2 миллионов в Румынии, Венгрии и Австрии. Думитреску была арестована в 2014. При обыске в ее квартире нашли 218 единиц похищенных украшений, которые она так и не успела сбыть, коллекционировала для себя. Украина, 2009. В Одессе действовала группа из 9 женщин, которую следователи в итоге назвали самой организованной мошеннической сетью в истории города. Руководила ею 40-летняя Наталья Ковалева, бывший бухгалтер крупной строительной компании. Схема, которую она разработала, была основана на глубоком знании украинского законодательства о недвижимости. Участницы группы регистрировали фиктивные браки с одинокими пожилыми мужчинами, владевшими квартирами в центре Одессы. После регистрации брака и получения прав на совместную собственность квартиры продавались через подставных покупателей, деньги выводились, а браки расторгались. Жертвы оставались без жилья и без правовых механизмов возврата. Ковалева выстраивала схемы так, что каждый шаг был формально законным.
Группа провела 31 такую операцию за 5 лет. Следствие смогло доказать только 17 эпизодов. Остальные были юридически безупречны. Ковалева получила 9 лет. Германия — 2014. Во Франкфурте была раскрыта группа из 18 женщин, которые специализировались на краже данных корпоративных клиентов крупных банков. Все участницы работали в сфере обслуживания. Официантками, уборщицами, секретарями в офисных зданиях финансового района. Это был не случайный выбор. Руководитель группы, 39-летняя Анна Кляйн, бывший системный администратор, целенаправленно трудоустраивала участниц здания, где располагались офисы финансовых компаний. Там они устанавливали миниатюрные устройства на рабочие компьютеры сотрудников, которые перехватывали вводимые пароли и данные доступа. Полученная информация продавалась конкурентам и мошенническим группам из Восточной Европы. За 3 года группа установила 147 таких устройств в 23 зданиях. Суммарный ущерб от утечек данных, которые удалось отследить, составил около 8 миллионов евро. Кляйн была арестована после того, как одно из устройств обнаружил случайный сотрудник во время чистки клавиатуры. Аргентина, 2017. В Буэнос-Айресе полиция завершила 3-летнее расследование деятельности группы, которую пресса назвала «Ангелы». 12 женщин, средний возраст, 28 лет, большинство с университетским образованием. Они работали в системе здравоохранения, медсестрами, лаборантками, администраторами клиник. Их преступление было одним из самых циничных в этом списке. Они систематически похищали личные данные тяжелобольных пациентов и использовали их для оформления кредитов и страховых выплат. Жертвы узнавали о долгах уже после выписки из больницы. Или не узнавали никогда, если не выживали. Группа провела более 200 подобных операций за 4 года. Следствие установило, что несколько жертв умерли, не зная о долгах, которые числились на их имена. Руководитель группы Валерия Морено была арестована в 2018. На суде несколько участниц заявили, что не понимали полного масштаба происходящего. Записи переписки между ними доказали обратное. Сицилия, 2005. Антонио Дзумбо получила контроль над кланом Дзумбо после того, как ее муж был застрелен прямо у входа в церковь в Реджо Калабри. Ей было 36 лет. Итальянская прокуратура ожидала, что клан распадется или перейдет под управление кого-то из мужчин. Этого не произошло. Дзумбо в течение 3 недель после похорон провела переговоры со всеми союзными семьями и подтвердила все действующие договоренности. Потом она выяснила, кто стоит за убийством мужа, и через 4 месяца этот человек исчез. Тело нашли через год. Итальянские следователи из антимафиозного управления ДИА наблюдали за ней 6 лет. В их докладах она характеризовалась как руководитель нового типа. Она избегала публичной демонстрации власти, никогда не появлялась на криминальных встречах лично и управляла через сложную цепочку посредников. Клан при ней расширил присутствие в строительном секторе Калабрии и установил контакты с колумбийскими поставщиками наркотиков. Ее арестовали в 2011. На момент ареста она везла детей в школу. Россия, 2014. В Москве была раскрыта группа, которую следователи назвали «Паучихи». Руководила ею 52-летняя Галина Сорокина, бывший юрист с 20-летним стажем. Группа из 16 женщин специализировалась на рейдерских захватах малого и среднего бизнеса. Схема включала несколько этапов. Сначала участницы внедрялись в компанию «Цель» на должности бухгалтеров или юристов, затем получали доступ к финансовой документации и намеренно создавали долговые ситуации, после чего через поставные структуры скупали долги и инициировали процедуру банкротства. Бизнес переходил под контроль группы, прежние владельцы оставались с долгами. За 5 лет группа захватила активы 28 компаний в Москве и Московской области. Суммарная стоимость активов следствие оценило в 3 миллиарда рублей. Сорокина была арестована после того, как один из пострадавших предпринимателей нанял частного детектива, который и установил всю цепочку. Суд приговорил ее к 12 годам. Бразилия, 2016. В Сан-Паулу полиция завершила операцию против группировки, которую в оперативных документах обозначили как матриархат. 41 женщина под руководством 48-летней Клаудии Феррейры контролировала сеть нелегальных аптек и медицинских кабинетов в 3 районах города. Они продавали фальсифицированные лекарства, поддельные рецепты и проводили нелицензированные медицинские процедуры. Звучит как мелкое преступление до тех пор, пока не знаешь, что среди проданных препаратов были фальсифицированные лекарства от онкологических заболеваний. Следствие установило связь между деятельностью группы и гибелью как минимум 9 человек, которые получали поддельное лечение вместо реального. Феррейра имела медицинское образование и прекрасно понимала, что делает. Ее арестовали при попытке вылететь в Португалию. На таможне обнаружили зашитые в подкладку пальто 200 тысяч евро наличными. Китай, 2019. В Шанхае была ликвидирована сеть, которую китайские следователи охарактеризовали как наиболее технологически продвинутую женскую преступную организацию в истории страны. 38 женщин под руководством 34-летней Ли Вэй. Специалисты
специалиста по кибербезопасности с опытом работы в 3 крупных технологических компаниях. Группа специализировалась на целевых кибератаках против финансовых учреждений. Они не взламывали банки напрямую, они взламывали телефоны и компьютеры конкретных сотрудников банков, получали доступ к внутренним системам и проводили транзакции, которые выглядели как обычные рабочие операции. За 4 года группа вывела из финансовой системы Китая, Гонконга и Тайваня эквивалент $62 миллионов. Большая часть средств была конвертирована в криптовалюту и рассредоточена по тысячам кошельков. Ли Вэй арестовали в результате совместной операции китайской полиции и Интерпола. Следователи признали, что половину выведенных средств отследить так и не удалось. Колумбия, 2003. Следователи Генеральной прокуратуры открыли дело, которое впоследствии назвали самым масштабным женским преступным заговором в истории Латинской Америки. Организация называла себя Las Sirenas – Сирены. Не банда в привычном смысле. Структура с вертикальным управлением, финансовым отделом, разведкой и собственной службой безопасности. Во главе стояла Исабель Кристина Варгас. 40-летняя женщина с 2 высшими образованиями, экономическим и юридическим, бывший советник Министерства финансов Колумбии. Она ушла с государственной службы в 32 года и за 8 лет построила организацию, которая одновременно контролировала наркотрафик в 2 департаментах, управляла сетью из 31 подставного предприятия и имела действующих агентов в колумбийской полиции, прокуратуре и 2 региональных правительствах. Численность организации на момент раскрытия составляла 97 человек. Из них 63 женщин. Мужчины в структуре выполняли исключительно физическую работу, охрана, транспортировка, силовые акции. Все управленческие и аналитические позиции занимали женщины. Варгас намеренно выстраивала организацию по этому принципу, считая женщин более дисциплинированными и менее склонными к показной демонстрации власти, которая привлекает внимание полиции. За 10 лет работы организация провела операции в Колумбии, Панаме, Эквадоре и Испании. Через подставные предприятия было отмыто, по оценкам следствия, не менее $280 миллионов. Организация финансировала избирательные кампании 2 губернаторов и 1 сенатора. Не как пожертвования, а как инвестиции с конкретной отдачей в виде государственных контрактов и защиты от уголовного преследования. Следствие длилось 4 года. Ключевым свидетелем стала одна из участниц, 29-летняя финансовый аналитик организации, которую арестовали по другому делу и которая согласилась на сотрудничество в обмен на защиту для своей семьи. Она передала следствию зашифрованные архивы с документацией за 7 лет. Финансовые отчеты, списки агентов, записи переговоров. Расшифровка заняла 8 месяцев. Когда следователи наконец прочитали все, что находилось в архивах, руководитель следственной группы публично заявил, что уровень организации и детализации документации превышал стандарты многих легальных корпораций. Каждая операция была задокументирована, каждый платеж обоснован, каждый агент оценен по системе показателей эффективности. Варгас была арестована в 2007 в Боготе. Она открыла дверь своего дома сама, когда полицейские позвонили в 6 утра, одетая с кофе в руке, как будто ждала. При обыске в кабинете обнаружили единственный документ, который она не успела или не захотела уничтожить. Распечатанный список из 41 имени с пометками напротив каждого. Следователи установили, что это были имена людей, которые в разное время представляли угрозу для организации. Напротив 38 имен стояла одна и та же пометка. Что именно она означала? Следствие так и не смогло однозначно доказать. Но из 41 человека в списке к моменту ареста Варгас живыми оставались 3. На суде она не произнесла ни слова. Не в знак протеста, ее адвокат объяснил это тем, что она не считает суд легитимным органом для оценки ее деятельности. Варгас получила 42 года. Апелляция была отклонена. Несколько человек из ее ближайшего окружения, которых следствие так и не смогло установить, продолжали действовать еще как минимум 3 года после ее ареста. Это следует из перехваченных переговоров, которые колумбийская разведка рассекретила в 2011. Организация не умерла вместе с арестом лидера. Варгас позаботилась об этом заранее. В начале этого ролика был задан вопрос: какие женщины на самом деле самые опасные в истории? Теперь есть ответ, и он не такой, каким его представляют в кино. Ни одна из женщин в этом списке не стала опасной из-за физической силы. Кейко Нагата использовала юридическое образование. Исабель Варгас — знание государственных механизмов изнутри. Ли Вэй — техническую экспертизу. Антония Дзумбо — понимание того, как работает страх. Каждая из них взяла то, что умела лучше всего, и направила это в сторону, которую общество не ожидало. Криминологи из Университета Манчестера опубликовали в 2021 исследование, в котором проанализировали 147 женских преступных организаций по всему миру за период с 80-х по 2020 год. Выводы были однозначными. Женщины, возглавляющие преступные структуры, в среднем действовали на 2 года дольше до первого ареста по сравнению с мужчинами на аналогичных позициях. Организации под женским руководством реже совершали
совершали ошибки, связанные с публичной демонстрацией власти. Именно те ошибки, которые чаще всего приводят к раскрытию мужских группировок. Еще один факт из того же исследования. В 43% случаев женщины-лидеры преступных организаций были раскрыты не в результате полицейской работы, а из-за предательства кого-то из ближайшего окружения. Это означает одно: системы, которые они строили, были достаточно прочными, чтобы полиция не могла разрушить их снаружи. Разрушить их можно было только изнутри. Из всех женщин в этом списке ни одна не была поймана случайно на месте преступления. Нагата Бан из-за собственной юридической игры, которая в итоге привлекла слишком много внимания. Варгас из-за того, что одна из участниц оказалась под давлением следствия по другому делу. Перейра на таможне с деньгами в подкладке пальто. Сандра Авила Бельтран. После 6 лет целенаправленной работы американских агентов. Каждый арест был результатом либо предательства, либо многолетней операции. Ни разу случайно. И последний факт, который стоит запомнить. Из всех организаций, описанных в этом ролике, только 8 были полностью ликвидированы. Ну что, девушки-убийцы, впечатлили вас? Если хотите узнать еще больше захватывающих историй, не забывайте заглянуть на наш сайт widearray.com, там их просто куча. Ссылка в описании, не упустите шанс. Остальные либо продолжили работу после ареста лидера, либо трансформировались в новые структуры, либо их участницы просто растворились в других городах и странах. Дорин Брукс с Ямайки была убита, но несколько ее участниц действовали еще 3 года. Варгас сидит в колумбийской тюрьме, но ее организация работала после ареста еще как минимум 3 года. 8 из 12 участниц черных вдов Медельина так и не были установлены. 4 женщины из петербургских амазонок исчезли. Они не исчезли из жизни, они исчезли из поля зрения, и именно это делает их по-настоящему опасными. Не жестокость, не оружие, не связь, а способность стать невидимыми в тот момент, когда это необходимо. Мир привык бояться того, что громко заявляет о себе. Эти женщины никогда не заявляли о себе громко. Они просто делали свое дело и уходили раньше, чем кто-либо успевал понять, что произошло.